Опубликовано пользователем сайта «Спорт и спортсмены» замечательный Мануэль Нойер или «Почему я люблю Ману». Часть 1. Мануэль Нойер родился 27 марта 1986 года в небольшом шахтерском городке Гельзенкирхене, расположенном на западе Германии. Отец Нойера работал полицейским, в его обязанности входило патрулирование по городу. В один из обычных рабочих дней старший Нойер взял с собой младшего сынишку Ману и отвел в спортивную школу Гесамтшуле Бергерфельд. В тот день проходил набор в детскую секцию, и к приходу Нойера все места на поле оказались заняты за исключением вратарской позиции у ворот. Вот так, волею судьбы, 4-летний Мануэль Нойер впервые встал в ворота и остался в них на всю жизнь. В 16 лет Нойер играет за резервную команду Шальке, позже стал основным вратарем Шальке 4. В 2008 году Ману практически в одиночестве сражался за команду в матче против Порту. Только благодаря героическим усилиям вратаря, совершающимся один за другим, команде удалось доиграть до серии пенальти, где Нойер также отразил несколько ударов и вывел Шальке 4 в 1/4 финала. За это Нойер был включен в список на звание лучшего вратаря УЕФА. Он был самым молодым голкипером среди номинируемых, а также единственным представителем Бундеслиги. В 2009 году Ману дебютировал в сборной Германии. На чемпионате мира 2010 Нойер стал основным голкипером сборной и играл во всех матчах Германии. Немцы тогда заняли 3-е место, уступив первенство Испании 2-е место Нидерландам. Помимо футбольных успехов, Нойер успевает заниматься благотворительностью. Он создает собственный фонд Мануэль Нойер Kids Foundation. В 2011 году Нойер выигрывает 500 тысяч евро в немецком «Кто хочет стать миллионером?». Ману ответил правильно на все вопросы, за исключением самого последнего. Нойер принял решение забрать деньги, вся выигранная сумма пошла на благотворительность в фонд Ману. Нойер совместно со своим фондом строит детский дом. Нойер про благотворительность. Когда много ездишь по стране, особенно по регионам, то наблюдаешь за жизнью других людей и становится очевидно, помощь нужна везде. Много детей из бедных семей не могут купить себе вкусный обед в школе, не то что бутсы и другие спортивные принадлежности. Мой фонд помогает малообеспеченным детям стать немного счастливее. В сезоне 20 миллионов 102 тысячи 11 Нойер стал капитаном Шальке 4 и впервые в истории вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов, а также стал обладателем Кубка Германии. К этому времени руководство половины успешных клубов Европы мечтало увидеть молодого, выдающегося голкипера в своей команде.
Именно тогда Нойер впервые столкнулся с ненавистью болельщиков. Мнение болельщиков Баварии совсем не совпадало с желанием руководства приобрести Мануэля Нойера. Фанаты активно поддерживали прежнего голкипера Томаса Крафта. На матче Кубка Германии, когда Шальке во главе с Нойером играл против Баварии, сотни болельщиков освистывали каждое движение Ману, а в руках у них были листки с одним и тем же требованием: никакого Нойера. Под конец матча особо ловким фанатам удалось попасть в Ману банкой пива. После игры руководство Баварии принесло публичные извинения голкиперу, а Филипп Лам обратился к болельщикам с просьбой образумиться. Стадион покрыт листовками против Нойера, на заднем плане фото видны плакаты «Нет Нойеру». Несмотря на протесты болельщиков, Мануэль вскоре переходит в Баварию. Это было нелегкое решение для голкипера, но, как позже он сам скажет, «мне было необходимо развиваться». В Баварии Нойер первым делом встретился с представителями ультрас-болельщиков, которые ранее освистывали его и запрещали клубу покупать Ману. Ультрас на встрече предъявили целый кодекс поведения, положение которого Нойер должен был соблюдать. Одни из главных требований болел: Нойеру запрещается целовать вымпел клуба, а также подходить к зонам ультраболельщиков на стадионе и не сметь кидать майку в их сторону. К удивлению многих, Ману безоговорочно принял все требования болельщиков. К слову, с 2017 года Нойер стал капитаном Баварии, а опросы болельщиков уже с 2013 года показывают, что Ману занимает второе, а иногда и первое место в рейтинге любимых игроков баварцев. Вражда со стороны баварских болельщиков, тоска по родному дому и Шальке. 2011 год стал одним из самых тяжелых для Нойера, но все же, он делал свое дело, вместе с ним Бавария установила рекорд сухих ворот, а сам Ману совершенствовал уникальный стиль игры вратаря, защитника. Ниже видео с одним из таких моментов. «Нойер, красавец!» — кричит наш комментатор и хохочет. 2014 год стал годом триумфа Германии. Немцы наконец выиграли чемпионат мира. Нойер получает золотую перчатку, специальный приз лучшего вратаря мира. Рост Нойера 193 сантиметра. В этом же году Ману становится одним из претендентов на золотой мяч. Его соперниками стали Криштиану Роналду и Лионель Месси. К сожалению, победил не Нойер. Йоахим Лев простил игры Нойера: «Мне не нужен в сборной обычный вратарь. Мне нужен вратарь, который будет забирать мячи за спинами защитников. Я хочу, чтобы мои защитники были спокойны и не гнались за мячом, потому что там есть Нойер». Мануэль, голкипер будущего. Эта манера игры со временем станет привычной для всех вратарей. Я полностью уверен в Нойере, даже если он совершит ошибку на выходе и пропустит мяч, я знаю, он не потеряет головы. Вопрос Леву:
Вы не боитесь получить инфаркт, когда видите ворота пустые Нейра, играющего не на своей стороне поля? Лев: я получу инфаркт, если Нойер будет стоять внутри ворот, а на него мчится нападающий с мячом. Работа Нейра – выходить за пределы штрафной. У Нейра фантастическая быстрота и сумасшедшая скорость реакции, а еще у него стальные нервы. Это то, что нужно сборной Германии. Несколько эпичных выходов Нейра из ворот. Комментатор: боже мой, что вытворяет голкипер сборной Германии. Обожаю Нейра за такие вопли комментаторов, особенно тех, кто мало знаком с манерой игры Ману. После ЧМ 2014 таких незнаек, к сожалению, не осталось. Типичный Нойер. На этом заканчивается первая часть поста про Нейра. Во второй части я напишу про личную жизнь Ману, о дуэли с Буфоном в серии пенальти, о том, как Нойер забил пенальти Чеху, а также про тяжелые восстановления после 2 травм и самые интересные факты о жизни легендарного голкипера. Спасибо за внимание. Оставьте свой голос, -422+.